Всем привет! В этом видео мы собрали простые и креативные советы, которые сделают процесс стройки или ремонта легким, менее затратным и даже приятным. От реставрации кофем до ароматной покраски помещения. Приятного просмотра! Прежде чем сверлить отверстие в стене, замерьте длину дюбеля и обозначьте ее на сверле, например, изолентой, либо простым пластиковым хомутом. Так не придется досверливать много раз. Исключены и риски просверлить окошко в мир, дыру к соседям, лица которых вряд ли будут сиять от удовольствия. Если вам нужно что-то отмерить и тут же пометить, то удобно воспользоваться офисным зажимом, который позволит получить из рулетки и маркера универсальный строительный инструмент. Заодно и потерять будет сложнее. Еще одно гениальное устройство, которое должно быть под рукой у каждого – прищепка для зачистки проводов. Открутите лезвие для среза дерева с карандаша у точилки, а затем прикрутите его на ту часть деревянной прищепки, которая держит белье, если прищепка используется по назначению. Прикрутите так, чтобы лезвие немного заходило на изогнутую область лапки прищепки. Получится очень интересная конструкция для зачистки проводов. В зависимости от размера отверстия прищепки или положения лезвия, можно изготовить для проводов разного сечения. Держать один гвоздь или саморез в зубах, пока забиваете другой, не слишком безопасно для вашей зубной эмали. А при работе на высоте невозможно пользоваться двумя руками, держась, например, за лестницу. Поэтому отличный лайфхак – положить внутрь перчатки небольшой магнит, который и будет удерживать ваш расходный крепеж. Нельзя экономить на двери в ванную. Не покупайте дверь из прессованного древесного волокна или еще хуже картона. Со временем дверь внизу от влаги может разбухнуть. Ситуации бывают разные. Если под рукой нет болгарки, болт можно укоротить и подручными средствами. В одну руку берем шуруповерт, в который зажимаем болт. Если хотите ограничить его длину, можно накрутить на него гайку. В другую руку берем любую ножовку и, аккуратно регулируя обороты, обрезаем наш болт. До проведения сверлильных работ сведите к минимуму риски загрязнения пола и мебели строительной пылью. Просто наклейте к стене под местом сверления стикер и согните его. Кармашек для сбора пыли готов. Еще один способ – простая пластиковая бутылка, которая поможет вам даже при сверлении потолка. Донышко нужно обрезать и проделать отверстие под сверло. Прилегающие к стене края можно уплотнить тканью или войлоком, что будет под рукой. Метод не идеальный. Какая-то часть пыли все же пройдет мимо, но такая незамысловатая штуковина сэкономит много времени на уборке. Казалось бы, забить гвоздь – простецкое дело, но и оно требует сноровки. А уж если вы в первый раз пробуете это сделать, попытка может оказаться неудачной и болезненной. Для обеспечения неподвижности гвоздя воспользуйтесь расческой, в зубьях которой его и закрепите. Теперь можете бить смело, пальцы останутся целы. Саморез по металлу с трудом входит в дерево, но если саморезов по дереву нет под рукой, воспользуйтесь обычным хозяйственным мылом. Натрите саморез мылом, и вкрутить его станет намного легче. Если у вас короткий удлинитель и вам нужно соединить пару-тройку в один, причем использовать его на улице, то защитить места соединения проводов от влаги поможет специальный пластиковый бокс. Его легко заменить обычным пищевым контейнером или даже бутылкой. Просто сделайте отверстие по уголкам пищевого бокса или бутылки, соедините вилку и розетку двух проводов и поместите место соединения в контейнер. Закройте крышкой. Бокс готов к использованию. Конечно, проливного дождя он не выдержит, но от росы и брызг удлинитель защитит точно. А если пройтись герметиком, влагозащита вырастет в разы. Отрезать кафельную плитку без сколов можно стеклорезом. Но прежде замочите кафель в воде на несколько часов. После чего, аккуратно надавливая, проведите стеклорезом по маркированной линии и не сильно надавите на край, совместив линию надреза с краем стола. Если у вас небольшая квартира, где каждая полка съедает жизненное пространство, или вы просто хотите сделать красиво и практично, то выдвижной подоконник – отличный лайфхак. Можно организовать рабочий стол, а всю мелочь хранить в скрытой полке. Количество полок будет ограничено только вашей потребностью, ведь можно обыграть весь портал под окном. При сверлении стен около розеток или выключателей есть риск попасть дрелью в провод. Найти скрытую проводку в стене можно необычным способом. Берем обычный радиоприемник и выставляем частоту 100 Гц, и уже по звукам ориентируемся на проводку в стене.
Также можно попробовать и индикаторную отвертку. Если подносить ее обратным концом, то при не слишком глубоком расположении проводки она будет загораться. Не менее удобна и намагниченная бита шуруповерта. Но что если ее нет? Прикрепите к бите магнит и пользуйтесь уникальными возможностями магнитных полей, благодаря которым шуруп будет крепко держаться на острие шуруповерта. Чтобы не отмачивать кисть после каждого высыхания от краски или другого строительного раствора, просто замотайте ее в полиэтиленовый пакет и затяните изолентой, чтобы не попадал воздух. Если у вас есть текучий раствор и необходимо разлить его равномерно по большой поверхности, то этот лайфхак для вас. Берем железное или пластиковое ведро, подойдет из-под строительных смесей. Делаем кучу отверстий, распределяя их равномерно по дну нашего ведра. А далее быстро заливаем и плавными движениями распределяем наш раствор. Если не хотите заляпать пол или поверхность, пока несете дырявое ведро, то напарник может наполнять его непосредственно на месте и на весу. Чтобы обойтись минимальным количеством отверстий в стене, составляя композицию из фотографий или картин, вначале разложите рамки на листе газеты, либо заранее запаситесь ватманом, обведите границы рамок маркером и отметьте места для шурупов. Потом прикрепите бумажный шаблон на стену и уже через него сверлите отверстия для креплений в стене. Если их много и боитесь сбить разметку, то просто наметьте будущее отверстие сверлом или гвоздем. Бывают ситуации, когда нужно смешать краску или, например, смолу, а миксерной насадки на дрель попросту нет. Тогда можно воспользоваться следующим лайфхаком. Берем пластиковые стяжки и самое длинное сверло, которое у нас есть, затягиваем на разных уровнях и обрезаем под размер нашей емкости. В итоге за пару секунд смешиваем, будто у нас строительный миксер. Чтобы сверло не прыгало и вы могли точно просверлить отверстие, вы можете просто взять кусочек малярного скотча и обозначить на нем необходимые уровни, а дальше уже просверлить или прикрутить, не ошибаясь в разметке. Если не хотите каждый раз после окрашивания отмывать лоток от краски, оберните его фольгой. Для надежности сделайте несколько слоев. После покрасочных работ аккуратно достаньте фольгу, сверните и выбросьте. Лоток как новенький. Также можно использовать пакеты либо пленку. Но обязательно убедитесь, что в них нет отверстий и материал не сползет или не порвется. Натянув на банку с краской резинку, вы легко и удобно сможете снимать излишки краски с кисти. Так края банки останутся чистыми, а капли краски не разбрызгиваются в зоне ремонтно-покрасочных работ. Резинку можно соорудить из подручных средств, отрезав, например, края резиновых перчаток. Не обязательно делать ремонт, чтобы столкнуться с необходимостью забить гвоздь. Этот полезный навык пригодится в любой жизненной ситуации. Повесить полку или картину, отремонтировать стул и так далее. Чтобы процесс пошел быстрее, бывалые мастера советуют предварительно окунуть острие гвоздя в растительное масло. А эта хитрость при строительстве стен давно известна в кругах профессионалов. Чтобы укрепить цемент и сделать сцепку более плотной, добавьте в цементный раствор немного сахара. Поверьте, результат вас приятно удивит. Ну а если вы не хотите работать с цементом, возводить стены или искать надежного подрядчика, ведь это то еще удовольствие, то этот лайфхак для вас. Делайте звонок или оставляйте заявку на сайте по ссылке в описании, и компания ПО-система поможет разработать и реализовать любое модульное здание под ключ быстро, надежно и без лишних проблем, сэкономив кучу нервов и ваших денег. Производственное объединение «Система» – ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг от проектирования модульных зданий и блок-контейнеров различного назначения любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, изготовления и монтажа сборных масштабируемых быстровозводимых модульных конструкций со всеми системами жизнеобеспечения. Будь то дачный домик или огромное производственное помещение, ПО-система с удовольствием поможет вам. Если вам нужно закрепить пластиковые трубы, например, в ванной, чтобы они не гуляли, воспользуйтесь обычными стяжками и деревянными чопиками. Делаем отверстия в чопиках и по одному отверстию в плите на каждый. А далее просто продеваем стяжку через наши деревянные заглушки и вставляем в стену. Чопики становятся надежными распорками, которые застрянут на тыльной поверхности и позволят вам затянуть стяжки. Обрезаем, и получается красота. Чтобы после наклейки обоев не сверлить новые дыры под картины или полки, если вы не собираетесь их перевешивать, заранее вложите в каждое отверстие по небольшому гвоздю или шурупу. После того, как обои высохнут, вам останется лишь провести по стене магнитом, чтобы выявить месторасположение гвоздей.
Тот, кто хоть раз работал с алебастром, прекрасно знает, как быстро он застывает. Зачастую эта функция только на руку строителям. Но когда нужно заделывать много мелких щелей, приходится искать варианты с продлением жизни такой смеси. В этом случае поможет хитрость с молоком, а еще лучше взять ПВА. Разведя алебастр клеем ПВА, вы продлите процесс застывания и увеличите прочность конечного раствора. Очень просто и быстро можно устранить потертости и царапины на темной деревянной мебели с помощью обычного кофе. Возьмите одну ложку порошка растворимого напитка и добавьте несколько капель воды, чтобы получилась консистенция пасты. Проще всего наносить ее на деревянную поверхность с помощью старой зубной щетки. Делаем имитацию кирпичной кладки. Стену тщательно грунтуем. Помните, что без грунтовки у вас в принципе ничего не получится и весь декор отвалится. Произведите разметку будущих кирпичиков. Чтобы это сделать, воспользуйтесь армированным скотчем шириной 1,5 см. Можно, конечно, воспользоваться и малярной лентой. Начните с наклеивания горизонтальных линий. Причем кончики скотча надо выводить за край стены. За них вы потом будете тянуть. После этого можно приклеить и вертикальные полосы. Замесите штукатурку и нанесите ее на стену. Но наносить лучше поэтапно. Если оштукатурите сразу всю стену, то на начальном участке состав успеет засохнуть. В результате скотч снять вы уже не сумеете, а начать снимать нужно уже через 5 минут, чтобы раствор удалялся без проблем. Дальше просто красим в нужный вам цвет. Получается настоящая красота. Большие поверхности легко красить валиком, но там, где требуется ювелирная работа, приходится использовать кисточку. Чтобы смягчить ворс и сделать его более податливым для работы, профессионалы советуют опустить кисть в кипящий уксус на 1-2 минуты. Это уберет всю жесткость. Установка теплого пола особо актуальна в ванной комнате. Но мы хотим расширить рамки вашего сознания и предложить новые решения для использования этой технологии. Что мешает вам заложить систему теплый пол в стену ванной комнаты в том месте, где запланированы крючки для полотенец? Верно, ничего не мешает. А преимущества будут налицо. Во-первых, интерьер не будет уродовать странной формы сушилка, которая забирает пространство. Во-вторых, в ванной комнате станет еще теплее и уютней. Все, наверное, знают о том, что открывать окна во время поклейки обоев и их высыхания категорически не рекомендуется. А делается это для того, чтобы избежать пузыристости и отклеивания обоев от стен. Если же пузыри все-таки появились, избавиться от них можно с помощью простого шприца и тонкой иглы. Аккуратно протыкаем и удаляем лишний воздух. Для зрительного расширения пространства помещения хороши все хитрости. Одной из таких хитростей является отделка помещения светлыми тонами. Краска, обои, напольное покрытие и даже мебель светлой цветовой гаммы визуально добавит комнате не 0,1 см. О преимуществах моющихся обоев можно рассказывать долго. Но есть у них и один весомый недостаток. Под воздействием прямых солнечных лучей они могут выделять вредные вещества, которые отрицательно сказываются на здоровье человека. Чтобы не подвергать себя такой опасности, клейте такие обои не на солнечной стороне квартиры. Выпавшая из общей картины плитка может не только испортить настроение владельцам жилья, но и убить все впечатление о качестве ремонта. Чтобы плотно и надолго закрепить ее на своем законном месте, используйте жидкий силикон. Конечно, эта хитрость является долго сохнущей, но зато очень прочной и бюджетной. После перестановки мебели на ковровых покрытиях очень часто остаются вмятины от тяжелых вещей. Если вы не планируете перестилать пол, то от следов на ковролине можно избавиться с помощью кубиков льда. Вы кладете их на вмятину, а когда лед растает, то сначала это место нужно пропылесосить, а потом с помощью зубной щетки поднять ворс. Классическая проблема, когда нужно что-то закрутить в труднодоступном месте и невозможно подлезть 2 руками, чтобы держать и крутить шуруп одновременно. Намагниченная отвертка может помочь, но она далеко не всегда есть. Да и при малейшем движении нужно еще шуруп потом разыскивать, когда и так скорчился в неудобном положении. И тут на помощь нам приходит небольшой кусочек шланга, либо капелька моментального клея на кончик отвертки, надежно фиксируя наш шуруп и давая возможность для маневра. Разместите обычную вилку на гвоздике в стене так, чтобы ее ручка сгибалась в вашу сторону, а затем просто нацепите на нее петлю картины и опустите вниз. Как только картина займет свое законное место, уберите вилку. Все, птичка в клетке, то есть картина или ваша рамка на стене. Надеемся, что эти лайфхаки упростят ваше строительство и ремонт, ведь большие дела всегда начинаются с мелочей, которые мы постарались немного упростить.
Спасибо за просмотр.